На Земле есть места, которые выглядят так, будто сама природа пошла наперекор собственным правилам. Там лед внезапно начинает сочиться кровью, молнии не желают утихать, а вода закипает в лесу, где ей, казалось бы, негде взять такую температуру. Со стороны это кажется преувеличением, ошибкой камеры или красивой легендой для туристов. Но каждое место в этом списке реально, оно снято на пленку, измерено и изучено учеными. Автор сразу предупреждает. Далее последуют не мифы, а 9 природных аномалий, которые выглядят почти невозможными именно потому, что они реальны. От кровавого водопада до движущихся камней. Сначала в кадре появляется ледяная пустыня Антарктиды. Затем молнии над Венесуэлой, соляные и кислотные поля Африки, кипящие реки и пустыни, где движутся камни. И чем дальше идет этот список, тем сильнее становится ощущение, что привычная Земля гораздо страннее любой научной фантастики. Эти места не нарушают физику, но они очень легко ломают человеческую интуицию. Потому что человек ждет от природы порядка, а вместо этого иногда получает ландшафт, похожий на сбой в структуре планеты. Открывает список места, где ледник внезапно начинает выглядеть так, будто внутри него течет кровь. Кровавый водопад в Антарктиде кажется почти невозможным кадром. Белый лед и темно-красный поток, вырывающийся из застывшей тишины. Уже на этом первом примере становится ясно, что Земля умеет создавать зрелища, которые сначала кажутся подделкой и только потом геологией. Автор подчеркивает, что это не оптическая иллюзия и не искусственная подкраска. Кровавый водопад действительно существует в сухих долинах Макмердо и десятилетиями озадачивал исследователей. НАСА указывает, что красный цвет обусловлен богатым железом-рассолом, который выходит из ледника. Когда эта жидкость соприкасается с воздухом, железо окисляется и темнеет, создавая эффект крови на снегу. Но что еще страннее, сама жидкость остается под льдом в условиях, где все, казалось бы, должно промерзнуть насквозь. Это и делает кровавый водопад не просто красивой аномалией, а геологической загадкой. Под ледником скрыт древний соляной резервуар, возраст которого, по оценкам ученых, может исчисляться миллионами лет. Высокая соленость понижает температуру замерзания, позволяя рассолу оставаться жидким даже в экстремальный холод. То есть в одном из самых ледяных мест на Земле скрыта целая система жидкой воды. Одно это уже выглядит как нарушение интуиции. Но кровавый водопад важен для науки и по другой причине. Этот поток помогает понять, как жизнь может существовать в изолированных, темных и соленых подледных средах. Исследователи рассматривают такие условия, как аналог возможной среды на Марсе или ледяных спутниках. Автор отмечает, что именно в этом месте Земля вдруг начинает напоминать не собственную географию, а инопланетный мир. Внешне это просто красная полоса на белом льду. Но за этой полосой стоит древняя химия, изоляция в миллион лет и подледная вода, которой, казалось бы, неоткуда взяться. Так, кровавый водопад открывает список как место, где природа не нарушает правила, а показывает, что мы просто слишком рано решили, будто разбираемся в холоде. Движущиеся камни и вечные молнии. Следующее место больше не похоже на рану льда. Оно напоминает пустыню, в которой движутся камни. 8-е место достается Рейстрек Плая в Долине Смерти, высохшему дну озера, знаменитому своими ползущими камнями. На первый взгляд это плоская пустынная поверхность, где все должно быть неподвижным, тихим и мертвым. Но именно здесь десятилетиями находили камни с длинными следами позади них, будто кто-то толкал их по грязи. Долгое время самих движений никто не видел. Были только камни, следы и растущее ощущение, что место не подчиняется обычной логике. Вокруг Рейстрек Плая рождались десятки версий, от магнитных аномалий до мистики. Но позже Служба национальных парков США описала и задокументировала реальный механизм движения. Все происходит не из-за сверхъестественных сил, а из-за очень редкого совпадения условий. На плато собирается тонкий слой воды. Ночью он замерзает, образуя хрупкий ледяной панцирь. Утром лед начинает ломаться и превращается в большие тонкие пластины. И если в этот момент дует слабый, но устойчивый ветер, он начинает толкать эти ледяные панели, а те, в свою очередь,
медленно двигают камни по влажной поверхности. Движение настолько плавное и редкое, что оно оставалось почти неуловимым десятилетиями. При этом некоторые камни могут весить сотни килограммов. Поэтому следы на земле выглядят как доказательство невозможного. Автор отмечает, что в Racetrack Playa особенно завораживает контраст между масштабом тайны и простотой ее решения. Не магнитные поля и не секретные механизмы, а лед толщиной в несколько миллиметров и очень точный ветер. Но от этого место не становится менее странным. 7-е место переносит зрителя из сухой пустыни в небо, которое сияет чаще, чем положено по всем привычным меркам. Речь идет о молниях Кататумбо в районе озера Маракайбо в Венесуэле. Грозы здесь могут происходить так часто, что это место называют мировой столицей молний. NASA Earth Observatory отмечает, что в этой области наблюдается самая высокая плотность вспышек молний на планете. Средняя частота достигает сотен вспышек в день. Для человека, видящего такие кадры впервые, это выглядит как заевшая гроза, которая просто не может выключиться. Почти каждую ночь над водой и окружающими равнинами небо начинает работать как гигантская электрическая машина. И причина снова кроется в редком сочетании географии и атмосферы. Озеро Маракайбо окружено рельефом, который помогает направлять теплый влажный воздух в нужные зоны. Днем поверхность сильно нагревается. Ночью воздушные массы сталкиваются и поднимаются, создавая мощную конвекцию. Это означает, что почти идеальные условия для формирования грозовых облаков повторяются снова и снова. В отличие от случайной грозы, Кататумба — это почти ритм. Не строгий по часам, но удивительно стабильный по масштабу. Автор подчеркивает, что именно постоянство этого явления делает его таким странным. Если бы это была разовая аномалия, она бы выглядела эффектно. Но здесь перед зрителем целая природная система, которая регулярно генерирует электрическое шоу огромной мощности. На кадрах National Geographic это выглядит так, будто небеса над Венесуэлой находятся в режиме постоянной перегрузки. И все же именно это небо напоминает. Иногда природа нарушает наши ожидания не один раз, а каждую ночь напролет. Данакиль – лаборатория инопланетного мира. Далее список переходит к месту, где Земля уже не искрит, а буквально кипит кислотой и солью. 6-е место занимает впадина Данакиль в Эфиопии, один из самых экстремальных ландшафтов на поверхности планеты. Здесь Земля окрашена в желтый, зеленый, белый и оранжевый цвета, как будто кто-то разлил химическую палитру по всей пустыне. NASA Earth Observatory описывает Данакиль как зону ярких горячих источников, голубого пламени, соляных отложений и полей кипящей грязи. Само сочетание этих деталей уже звучит как пейзаж не Земли, а чужого мира. И неудивительно, что этот регион часто сравнивают с условиями ранней планеты. Здесь сходятся тектонические процессы, вулканизм, подземный жар и крайне агрессивная химическая среда. В некоторых местах температура воздуха поднимается до значений, близких к пределу человеческой выносливости, а под ногами вместо привычной почвы обнаруживается соль, минералы и хрупкая корка над горячими зонами. Данакиль выглядит как место, где поверхность Земли еще не решила, быть ей сушей, вулканом или кислотной лабораторией. И именно поэтому кадры оттуда вызывают ощущение сбоя. Природа будто одновременно включила слишком много процессов в одном пространстве. Здесь и соль, и жар, и сернистый газ, и цветные бассейны, и горячая вулканическая активность поблизости. Автор отмечает, что обычный пейзаж воспринимается как фон, а Данакиль — как доказательство того, что геология может быть почти агрессивно живой. Это место не просто выглядит странно, оно постоянно напоминает, что поверхность Земли — это тонкая оболочка над глубинной энергией, которая может выходить наружу очень причудливым образом. И если где-то на планете есть ландшафт, более всего напоминающий неоконченный черновик мира, то Данакиль — один из главных кандидатов. Озера Натрон и Йеллоустон – парадоксы жизни. После него следующий объект в списке кажется менее раскаленным, но не менее неестественным.
потому что вода там не просто соленая, а настолько необычная по химии, что озеро превращается в визуальную аномалию. Это озеро Натрон в Танзании. 5-е место достается озеру Натрон, щелочному озеру в Восточной Африке, которое на снимках НАСА выглядит почти нереально. Иногда его поверхность становится ярко-красной или оранжевой, будто это не вода, а жидкий минерал. Этот цвет связан с микроорганизмами и экстремальной химической средой. Вода озера может иметь очень высокую щелочность и температуру. Для большинства форм жизни это почти враждебное пространство. Именно поэтому у озера Натрон такая пугающая репутация. Массовая культура любит описывать его как озеро, которое превращает животных в камень. Автор делает важную оговорку. Это упрощенный и сенсационный образ. Реальность сложнее. Высокая щелочность действительно может быстро повреждать ткани и мумифицировать останки, если животные погибают в воде или рядом с ней. Но дело не в мистическом окаменении, а в экстремальной химии. Более того, именно этот химический ад оказывается благоприятным для некоторых специализированных организмов. Озеро Натрон играет важнейшую роль для малых фламинго. На его солончаках и островках эти птицы могут гнездиться в условиях, где у хищников и большинства других видов почти нет шансов на выживание. Получается парадокс. Озеро, которое выглядит как смертельно враждебная среда, одновременно становится убежищем для целых популяций. И это один из самых красивых природных контрастов в списке. То, что для одного организма является катастрофой, для другого оказывается защитой и домом. Автор подчеркивает, что озеро Натрон ломает не только визуальные ожидания, но и биологическую интуицию. Оно показывает, что жизнь может выбирать для себя условия, которые человеку кажутся почти невозможными. 4-е место занимает самый знаменитый природный театр кипящей воды и пара, где Земля напоминает, что она еще не остыла. Это Йеллоустон и его гидротермальные бассейны. В общественном сознании Йеллоустон часто сводится к супервулкану, но для автора важнее другое. На поверхности здесь можно увидеть целую систему, где вода, тепло и химия создают один из самых необычных ландшафтов на планете. Служба национальных парков США указывает, что в Йеллоустоне находится более 10 тысяч гидротермальных объектов и более 500 гейзеров. Это самая большая концентрация активных гейзеров в мире. Одно это делает место исключением. Но еще больше поражает разнообразие форм. Одни источники кипят и переливаются густым голубым цветом, другие выбрасывают пар и серу. Третьи выглядят как котлы с грязью, в которых Земля варит саму себя. И при этом все это существует в одном большом живом гидротермальном комплексе. Особенно важны цвета Йеллоустона. Многие зрители думают, что это просто красивые минеральные разводы. На самом деле значительная часть палитры связана с термофилами, микроорганизмами, живущими в экстремальной жаре. Эти организмы не просто терпят такие условия, они в них нуждаются. То есть Йеллоустон не только кипит, он еще и заселен жизнью, для которой почти 100-градусная вода – нормальная среда. Кипящая река и хрустальная пещера. 3-я локация уводит в перуанскую Амазонию, где течет река, само существование которой долгое время воспринималось как легенда. Это Шанай-Тимпишка, более известная как «Кипящая река». Само название звучит как преувеличение из приключенческой книги. Но National Geographic и геофизические исследования подтверждают, в центральной части Перу действительно есть протяженный термальный участок реки с очень горячей водой. В некоторых местах температура достигает уровней, способных вызвать серьезные ожоги и погубить мелких животных. Самое неожиданное даже не температура, а расположение. Река находится далеко от крупного действующего вулкана, которым можно было бы сразу объяснить такое тепло. Именно поэтому история о кипящей реке так долго казалась мифом. Однако одна из рабочих геотермальных теорий гласит, что вода нагревается глубокими горячими течениями, связанными с разломами и термальными источниками. Иными словами, здесь Земля греет реку не через очевидный вулканический конус, а через систему подземного жара. Для зрителя это почти нарушение географической логики. Тропический лес ассоциируется с влагой, зеленью и прохладной тенью.
но в кадре появляется поток воды, над которым стоит пар, будто джунгли сами начали закипать. Автор отмечает, что кипящая река особенно сильна визуально. Это не кратер и не гейзер, а река обычной формы, в которой необычным становится само ее свойство. Знакомый объект вдруг начинает вести себя не как река, а как длинный природный котел. Для образовательного контента это почти идеальная аномалия. Она эффектна, реальна и требует объяснения глубже, чем первое впечатление. Второе место уводит зрителя под землю. Но и здесь автор делает акцент не на разговорной части, а на ощущении чужого мира. Это Найка в Мексике, пещера гигантских кристаллов. Научные статьи и исследования описывают Найку как уникальную среду, где выросли гигантские кристаллы гипса длиной до многих метров. Внутри это выглядит так, будто человек оказался в застывшем дворце из прозрачных колонн. Но главное здесь не красота, а условия роста. Кристаллы формировались в течение очень долгого времени при крайне стабильной температуре и насыщенности минералами. То есть природа выстраивала эту геометрию медленно, почти без сбоев, в условиях, которые были жестоки к любому случайному наблюдателю. В пещере настолько жарко и влажно, что без специального снаряжения человек не может находиться там долго. Это создает парадоксальную картину. Чем красивее и совершеннее структура, тем опаснее среда, в которой она родилась. Автор считает Найку одним из самых сильных примеров природной архитектуры, которая кажется искусственной. Слишком ровные, слишком мощные, слишком симметричные кристаллы кажутся декорациями к научной фантастике, но за ними стоит вполне реальная минералогия. Научные работы показывают, что эти гиганты росли из гипса в особой гидротермальной системе, где скорость роста была экстремально низкой, и это делает место еще более удивительным. Перед зрителем не просто большая пещера, а пространство, где время буквально выстроило форму. Каждая колонна там не вспышка катастрофы, а результат невероятно долгой стабильности. Именно это сочетание заставляет чувствовать, что Найка нарушает правила. Обычно чудовищные условия ассоциируются с хаосом, а здесь из экстремальной среды родилась почти математическая красота. Глаз Сахары. Первое место достается структуре, которую заметили многие астронавты из космоса и которая выглядит так, будто на поверхности Земли оставили гигантскую мишень. Это структура Решат в Мавритании, также известная как Глаз Сахары. Сверху этот объект кажется идеальным ударным кратером или колоссальной рукотворной схемой. Не случайно его долгое время считали следом от падения космического тела. Однако NASA Earth Observatory объясняет, что текущая картина Решат лучше согласуется не с метеоритом, а с геологическим поднятием и эрозией. Когда-то здесь образовался купол из горных пород, который затем постепенно разрушался, обнажая концентрические кольца слоев. То есть природа сама создала структуру, похожую на символ, который легче представить на карте, чем в реальном ландшафте. Это и делает Решат самым сильным пунктом списка. Он кажется искусственным уже на уровне формы. Ему не нужны кровь, кипение или молнии. Достаточно одного взгляда сверху, чтобы возник вопрос: как Земля вообще могла сделать что-то настолько геометрически правильное? Я подчеркиваю, что структура Решат особенно важна как напоминание о масштабах эрозии. Миллионы лет медленного стачивания пород создали узор, который кажется человеку почти слишком правильным. И в этом кроется главный парадокс всего списка. Ни одно из этих мест не нарушает физику, но каждое из них нарушает ожидания, с которыми человек приходит смотреть на планету. Земля не обязана быть удобной для интуиции. Иногда она выглядит как живой учебник, а иногда как коллекция исключений, собранных в одном мире. И, возможно, именно поэтому самые невероятные места на Земле так легко принять за фантастику еще до того, как услышишь их реальное объяснение. Но в этом и заключается лучшая часть научно-документального взгляда. Чем страннее кажется природа, тем интереснее становится правда.